Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы на канале Иная Реальность, и с вами я, Иная. И мы всегда получаем то, чего желаем. Мы специально для активации наших желаний провели особую медитацию вместе с чисткой астрала. Это медитация «Сила рода», хорошо зарекомендовавшая себя. Ее используют очень многие мои клиенты, пациенты и ученики для гармонизации своего астрального поля, потому что это очень важно для того, чтобы чувствовать себя радостно, а именно в радостном состоянии мы способны привлечь в свою жизнь блага. Поэтому исцеление астрального уровня чрезвычайно важно, если вы хотите привлечь в свою жизнь счастье в любом смысле этого слова и обрести душевный покой, равновесие, найти свою зону комфорта и быть успешными. Сейчас я проведу анализ этой медитации, поскольку я работала дистанционно с группой. Я уверена, что это будет интересно послушать и тем, кто принимал участие в медитации, и тем, кто не принимал участие в медитации, для того, чтобы осознать, как это можно делать, если вы хотите принимать участие в коллективных медитациях, которые я абсолютно бесплатно периодически провожу. Добавляйтесь в группу Viber, контакты вы найдете под этим видео, и принимайте участие. Я даю ссылочку, вы по ней проходите, присоединяетесь, и вы с нами. А потом я всегда даю такой разбор полетов, анализ. Ну что ж, приступим. Итак, первое – это старт. Мы стартовали, и первое сканирование – это то, что я видела, как чувствует себя группа до начала еще медитации, до начала работы. Руна Геба и Савела, Солнце, говорит о том, что энергетика группы была сбалансированная, выровненная, очень дружная, приятная. Открытый сердечный был у нас, сердечная была чакра открыта, поэтому замечательно, замечательно. Здесь все карты очень приятные и благостные, и аркан влюбленный говорит о том, что все были настроены на продуктивную работу в группе. Руна рода, 10-й аркан в перевернутом состоянии, и под ним аркан башня. Не пугайтесь, это как раз медитация, которая должна была очистить нам родовые каналы, очистить нам астральный план, поэтому как раз-таки мы были готовы к этой работе, и вот, собственно, это и свидетельствуют эти карты. Дальше началась сама чистка. Она тоже была очень интересна и плодотворна. Турисас и Тейвас говорит о том, что очень активно и с чувством, так сказать, и с толком, и с расстановкой мы начали очищаться от негативных установок. Видите, здесь и колесо фортуны перевернутое, и под ним аркан раздвоения личности. Говорит о том, что здесь многие очищали путь к своему успеху, к удаче. Новое рождение через обретение нового мистического опыта, карта медитации, видите, у нас, то есть люди, многие получили новый мистический опыт во время медитации, они себя так еще никогда не чувствовали. Дальше у нас идет, видите, десяточка чаш и политика. Здесь ложные представления о том, что такое семья и семейное счастье. Ну, потому что ценности у нас не всегда были грамотно сформированы нашим окружением, нашей семьей, поэтому здесь тоже ложные установки, нужно было их почистить. Очень много загромождения всевозможных программ, суеты, которую мы делаем, бесполезный сизифов труд, то есть труд, который нас не радует. И вот эта привязанность к системе выживания, здесь тоже, видите, аркан «иди вовнутрь», то есть убирай свои страхи, выходи из состояния труженика, даже не труженика, а, как правильно сказать, раба, я бы даже сказала, раба обстоятельств, выходи в состояние Творца. Вот так начиналась наша чистка. Дальше я открыла канал погружения.
И следующий слайд, Вирт и Ансус, как раз говорит о том, что канал погружения очень успешно был открыт, люди были готовы к принятию новой для себя информации, пойти в те пласты, где еще, так сказать, неизведанное, что-то новое. И вы видите аркан Колесница, старший аркан под ним, аркан 9, аркан Отшельник, говорит о таком желании духовного прорыва, потому что здесь есть куда идти, есть что преодолевать. Аркан Сила перевернутый, аркан Нулевой Дурак говорит о том, что люди желали соединиться со своей внутренней силой. У нас аркан погружения был очень, ну, мы стремительно погружались, даже было вот ощущение, что мы как бы проваливаемся в землю. Здесь король Пентаклей перевернутый, это как раз земля, да, энергетика земли. Четверочка Пентаклей перевернутая. Итак, огонь нас заставлял, огонь, да, вот этого канала, нас заставлял погружаться все глубже и глубже в глубины нашего подсознания. У многих было ощущение потери тела, да, вот как бы чувствительности тела. Настолько сильный был транс, он просто произошел мгновенно, стремительно. Некоторые просто как будто бы что-то отключили свет, да, провалились куда-то. Вот здесь было такое состояние. Но оно пошло всем на пользу, потому что без такого глубокого транса невозможно работать с родовыми программами, которые находятся очень-очень глубоко у нас на подкорке. Итак, это был канал погружения. Следующий слайд – это соединиться нужно было с Верховным Духом предков. Вы знаете, руна Адал, уже многие знают, что это руна рода, и она здесь просто как нельзя кстати. Эйвас – это древо миров, это тоже древо рода, то, что соединяет нас через поколения, через века идет информация от предков к нам и от нас к потомкам. Поэтому соединиться с духом предков удалось. Не все соединились непосредственно с Верховным Духом, но с силой рода. Вам удалось ее почувствовать, вам удалось осознать, что вы любимое дитя в этом роду, потому что аркан Звезда и вот Верховная Жрица, здесь какая-то очень такая интересное было ощущение, кто-то прикоснулся к тайне своего рождения, к тайне своего предназначения. Скорее всего, эта информация будет постепенно выходить на сознание, потому что вот здесь вот аркан изоляции, слез, замедления, видите, такие арканы сложные, говорят о том, что человек долго себя искал, долго шел и, наконец, обрел. Вот здесь, конечно, я очень порадовалась, что нам удалось соединиться с силой рода. И это абсолютно точно, вы не могли это не почувствовать. Буду благодарна вашей обратной связи, тех, кто медитировал. А мы идем дальше. Манифестация. Дело в том, что мы манифестировали наши желания. Мы просили род помочь нас в исполнении наших желаний. Альгиз и Исса говорит о том, что манифестация как таковая, ну, как вам сказать, состоялась или нет? Нам сказали, что вы услышаны, но то, что вы просите, произойдет позже, не время. Однако, что меня порадовало, что по Альгиз мы абсолютно точно были услышаны, восприняты, да? Единственное, что нам сказали, еще не время. Ты должен пережить еще много трансформаций, обрести внутреннюю стабильность, вот здесь от мгновения к мгновению научиться быть счастливым здесь и сейчас, аркан влюбленный, баланс мужского и женского начала. По аркану справедливость нам говорят, все будет в свое время, научись относиться расслабленно, да, вот от мгновения к мгновению живи. Здесь еще не созрел социум, тройка пентаклей перевернутая, то есть нужно к твоему желанию, чтобы подоспели условия определенные. Поэтому вы услышаны, наберитесь терпения, и все у вас будет. С чем удалось поработать? Следующий слайд – Турисас и Исса.
Удалось поработать с родом, с силой рода. И с Турисас это земля, это руна земли. А земля, как известно, стихия, которая связывает нас с родом. Проработать эмоциональную сферу, то есть как раз таки программы, которые были подавлены какие-то эмоции и не позволяли они нам быть счастливыми и радоваться жизни. Очень я порадовалась, здесь два старших аркана преображения, это 13-й аркан смерть и маг. На подсознании у нас были такие установки, которые мешали нам стать хозяевами своей жизни. Мы проживали какие-то чужие жизни. Видите, аркан политика. Здесь семья диктовала какие-то установки, которые не позволяли проявиться нашему истинному началу Творца. И здесь нам удалось проработать программы, которые были на подсознании и работали по умолчанию. У каждого это свои программы, но их довольно много. По 13-му аркану преображения, то есть трансформация, я хочу сказать, что многие из вас почувствуют освобождение, почувствуют начало трансформационных процессов. С чем же еще нам необходимо поработать в будущем? И вы видите опять Адал, руна рода и Урус, дикий бык. Здесь сочетание двух стихий. Род – это земля, и Урус – это земля, смешанная с огнем. То есть нам нужно продолжать интенсивно работать с родом. Прорабатывать еще нужно будет чистить астрал, потому что привязанность к прошлому, так вот за один раз не отвяжешься от прошлого. Умение идти в будущее, не оглядываясь, это все нам предстоит еще сделать. Видите, здесь опять аркан звезда и какая-то тайна. Верховная жрица говорит: исследуйте тайну вашего рождения, исследуйте ваше предназначение, вы мало знаете о себе. То есть какая-то информация скрыта, король мечей перевернутый, и это не позволяет вам действовать активно, потому что вы не до конца понимаете вектор, да, своего развития. А королева чаш говорит о том, что исцеление эмоциональной сферы приведет к тому, что у вас появится энергия, и это очень важно. Поэтому продолжаем работать с родом. Вы можете сделать эту медитацию еще, допустим, сейчас я смотрю, какие здесь есть хорошие такие карты, цифры. Я думаю, что 9 раз будет очень хорошо сделать эту медитацию, потому что здесь в этой медитации коды 9-го аркана отшельник есть. Отшельник как символ Верховного Духа предков, человека духовного пути, духовного подвижника. Здесь коды 9-го аркана в этой медитации, поэтому можете сделать ее 9 раз. Ну и интересно то, что нас было ровно 9 в этой медитации, что само по себе интересно, эзотерично и заставляет задуматься, как интересно работает пространство, как оно подбирает людей. Благодарю всех, кто был со мной в этой медитации. И приглашаю вас со мной в новые медитации. Принимайте участие всегда в них. Я буду благодарна взаимодействию. Пишите в Viber, присоединяйтесь в соцсети, делитесь моими видео, ставьте лайки. С вами была Иная. И мы всегда получаем то, чего желаем.